Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать новичков на канале. Заходите, гуляйте по каналу, заглядывайте в плейлисты. Не забывайте поставить лайк, оставить свой комментарий, отзыв, предложение, пожелания, а также подписывайтесь, чтобы не потерять канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, спасибо. Спасибо за ваши теплые слова, за вашу поддержку. Очень-очень и очень приятно. Города, страны, классно. Итак, я же к вам с новым узорчиком. Это опять ниточки Yarn Art Baby. Мне нужно довязать этот белый моточек. Понятно, да? Поэтому ниточки будут Yarn Art Baby. Смотрите, кто еще не знает, это стопроцентный акрил. Кто уже давно на канале знает, да, что моточки есть маленькие по 50 грамм, 150 метров, и есть большие по 100 грамм, это 300 метров. И здесь нам, получается, советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем 3,5 миллиметра. Ну что, приступаем. Давайте начнем с беленького. У нас раппорт узора будет состоять из 10 петелек. Кто давно на моем канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Сегодня мы набираем 31 воздушную петельку. Итак, все как всегда, зафиксировали. Эту петельку мы не считаем, когда будем набирать. 31 воздушная петля. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Воздушная петелька узора. 4 получается. И теперь отсчитываем пятую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. И в пятую петельку делаем столбик с накидом. Ввели крючок и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Есть. Вы пока повторяете. Дальше. Накид. Пропускаем в цепочке 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И в пятую вводим крючок и провязываем столбик с накидом. И сюда же провязываем еще 4 столбика с накидом. У нас получится такой веерочек из 5 столбиков. Так, 1, 2. Дальше получается у нас 3, 4, 5. Есть. Вот такая красота. Что делаем дальше? Дальше опять делаем накид. Отсчитываем 4 петельки цепочки. 1, 2, 3, 4. И в пятую вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше 2 воздушные петли. 1, 2. И сюда же провязываем еще один столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. Опять отсчитываем 4 петельки цепочки. 1, 2, 3, 4. В пятую делаем тот же самый веерочек из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь опять пропускаем 4 петельки цепочки. 1, 2, 3, 4. И в пятую опять делаем такую вот рогаточку. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом. И вот у нас такое чередование происходит. Видите? Тут рогаточка, веерочек, рогаточка, веерочек, рогаточка. Дальше веерочек, рогаточка. И в конце ряда я вас встречаю. Сами справитесь? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, провязали. Не забыли, что здесь у нас в рогаточке 1 воздушная петелька в крайней, да? Получается здесь столбик с накидом, 1 воздушная петелька, столбик с накидом. И вот так мы делаем воздушную петельку и оставляем нашу ниточку. Угу. Дальше присоединяем новую ниточку, новый цвет. Но мы не будем отрезать опять предыдущую ниточку. Итак, зафиксировали вот таким вот образом. Угу. И давайте начнем вот именно с данного, получается, с данной рогаточки, с этой стороны. Итак, введем в петельку подъема крючок, вытянем ниточку таким вот образом. Теперь 3 петли подъема. 1, 2,
3. И сюда же, вот в эту рогаточку, смотрите, делаем накид, вводим крючок, протягиваем ниточку. Раз. Накид. 2. Накид. Сюда же. 3. Накид. 4. И потом все вместе провязали, зафиксировали. Вот у нас получилась такая шишечка-бубочка. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот мы делали веерочек с вами из 5 столбиков, так? Считаем третий столбик. Раз, два, три. В него вводим крючок в верхушку столбика и провязываем столбик без накида. Вот так вот. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Идем вот в эту рогатку и провязываем шишечку, бубочку, либо пышный столбик, как еще называют, да? Раз, потянули ниточку, накид, 2 потянули, накид, 3 потянули, накид, 4 потянули. Теперь все вместе опять провязали, обязательно зафиксировали. 2 воздушные петельки, накид, и сюда же еще одна такая же шишечка-бубочка. Раз, 2, 3 и 4. Все вместе провязали, все петельки зафиксировали. Вот у нас получается вот такой вот нашей рогаточки вот такая пышная рогатка. Понятно, да? Дальше что? Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переходим к веерочку. 5 столбиков. Считаем третий. Раз, два, три. В третий делаем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переходим на нашу рогатку. И вяжем, получается, вот такую вот пышную рогатку. Понятно, да? 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И еще точно такая же получается шишечка, бубочка. Раз, два, три, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Принцип понятен? Угу. Там, где веерочек, там столбик без накида. Там, где рогатка, там пышная рогатка. Понятно? И между ними получается по 3 воздушные петельки. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Провязали до конца ряда. Заканчиваем точно так же, как и начинали. Бубочка. Тут 3 петельки подъема. В нашем случае бубочка. И вот мы наш столбик беленький, вводим крючок и вяжем столбик с накидом, но здесь мы опять присоединяем новую ниточку, ну, в нашем случае старую, да, беленькую, таким вот образом, и вместе провязываем. Дальше что у нас идет по узору? По узору идет 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот. И сюда, вот непосредственно между бубочкой и столбиком, мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Есть. Теперь вспоминаем первый ряд, который мы с вами вязали, только мы его немножко сместим. Накид. Вот там, где был столбик без накида, вводим крючок, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петельки, формируем рогатку. И сюда же опять столбик с накидом. Понятно? То есть тут пол веерочка, а тут рогатка. Идем дальше. Накид. Вот наша пышная получается рогатка, это, да? В нее вводим крючок и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. Все, мы сделали с вами веерочек. Понятно, да? Дальше у нас идет рогатка. Вот в основании столбика без накида делаем первую ножку рогатки, столбик с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же опять столбик с накидом. Все, наша рогатка готова. Принцип понятен? До конца ряда самостоятельно. Угу. А тут я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, практически до конца довязали. Вспоминаем, что мы здесь начинали 3 петельки подъема и 3 столбика веерочка. Вот у нас 3 столбика веерочка и заканчиваем, так скажем, ну, допустим, назовем его кромочным, да, столбиком. Вот. Ввели в зеленую нашу ниточку, петельку, провязали, зафиксировали, оставили. Сами переключаемся на зеленую ниточку. Зеленая у нас вот, так, мы ее не отрезали. Мы ее аккуратненько поднимаем. Сильно край не затягиваем.
Вот так вот раз, подтянули. Дальше что мы делаем? В 1 воздушная петелька по узору и сюда же столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И там, где у нас рогатка, да, там, где у нас рогатка, мы делаем пышную рогатку. То есть еще раз. Бубочку, шишечку. 1, накид. 2, накид. 3, накид. 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Еще раз сюда же. 1, 2, 3 и 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Поняли, да? То есть мы делаем все то же самое, что и в зелененьком ряду, да? То есть бубочки у нас будут только зеленого цвета, только немножко сдвинуты. 1, 2, 3 воздушные петельки и в 3 столбик веерочка вводим крючок и провязываем столбик без накида. Принцип поняли, да? Вспомнили. Все, давайте также до конца ряда и давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков. Посмотрим, что получится. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите, что получается. Я считаю, что получилось прикольно. Он, конечно, такой компактненький, да, он небольшой узорчик, но интересный. Опять у нас бубочки, шишечки. Опять, смотрите, двусторонние. Какая сторона вам больше нравится, какая пригляделась. Вы можете использовать один цвет, вы можете использовать 2 цвета, вы можете использовать разные цвета. То есть эти вот как бы как сердечки, да, они могут быть разноцветные. Либо основа может быть разноцветная, сердечки одного цвета. Ну, в общем, фантазии огроменное количество. Я пока вязала, думала для кофточки. Потом такая думаю, будет классный палантинчик, да. Но, естественно, можно его в кардиганчик. Ну, идей тоже море сразу же сыпется, шарфик, и там снудик и тому подобное. Естественно, я от вас жду комментарии. Вы такие большие фантазеры, вы подскажете, куда можно использовать данный узорчик, а все остальные девчонки читайте. Возможно, будет классная идея. Итак, мы набирали 31 петельку. Сколько это в сантиметрах? Смотрим. Ну, 15 сантиметров, ну, с хвостиком, да, может, 15,5. И получается у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. И, ну, допустим, по самой высокой части, да, выступающей, ну, практически 12, 11 там и 8. Я считаю, что здесь вам несложно будет обвязать. Вы просто обвяжете здесь обычными столбиками. Вообще не сложно будет, так? Точно так же вы снизу можете обвязать столбиками, по бокам столбиками. То есть, если это у вас, например, будет там пледик, там накидушечка, сидушечка и тому подобное. Угу. Ну, я думаю, прикольно получился узор. От вас лайк, подписка, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.